Друзья, сегодня предлагаю поговорить о словах, которые мы все с вами знаем, но понятия не имеем, откуда они произошли. И тем более, что это не просто слова, а бренды. Акваланг. Тот самый акваланг, который мы все знаем, даже если не занимаемся дайвингом, на самом деле является торговой маркой автономного дыхательного аппарата для плавания под водой. В других странах мира слово акваланг обозначает торговую марку и продукции фирмы Акваланг. И только на территории бывшего СССР оно стало общеупотребительным. Изобретен этот самый акваланг был в 1943 году во Франции Жаком Ивом Кусто и Эмилем Ганьяно. Ну, Жака Ива Кусто мы все с вами знаем. Слово акваланг соединяет в себе два корня. Аква, что с латинского означает вода, и ланг, что переводится с английского как легкая. История же непосредственно дыхательного аппарата, а точнее регулятора подачи воздуха с поверхности, началась еще раньше и тоже во Франции. В 1860 году горный инженер Бенуа Рукейроль изобрел регулятор утечки сжатого воздуха с целью его использования в шахтах, которые имели загрязненный воздух. Именно этот аппарат и был описан Жюлем Верном в романе «20 тысяч лет под водой». Не читали? Советую. Номер 2. Аспирин. Ацетилсалициловую кислоту, она же аспирин, выпускала компания Bayer с 1899 по 1918 годы. Аспирин был создан химиками Феликсом Хоффманом и Артуром Эйхенгрюном в Германии. Существует версия, что отец Хоффмана был болен ревматизмом, испытывал сильные боли и с трудом передвигался. Для того, чтобы облегчить его страдания, врачи выписывали ему салицилат натрия, после приема которого у мужчины начиналась рвота. Поскольку его сын хотел ему помочь, он нашел данные об ацетилсалициловой кислоте, обладающей меньшей кислотностью и которая была уже синтезирована Шарлем Герхардом. Хоффман работал над ней и сумел получить ее в чистом виде, а затем и отец его смог принимать препарат и чувствовать себя комфортно. Препарат получил название аспирин в результате слияния двух слов. Буква А пошла от слова ацетил, а спирин был взят от латинского названия растения, содержащего большое количество салициловой кислоты. Номер 3. Ботокс. Разработанные 30 лет назад уколы красоты получили широкое распространение и признание многих женщин, да уже и мужчин по всему миру. Говоря слово ботокс, на самом деле люди имеют в виду ботулотоксин, на основе которого и созданы препараты для омоложения. А вот ботокс — это название торговой марки препарата, который выпускает американская компания Allergan. История появления ботокса восходит еще к 1895 году. Тогда доктор Эмиль фон Эвенген выделил бактерию Clostridium botulinum, вызывающий мышечный паралич, и придумал, каким образом ее можно использовать в благих целях. Изучение бактерии подхватили в 1960-х годах офтальмологи из Сан-Франциско Алан Скотт и Эдвард Шанс. Шанс, интересная фамилия. Которые вот тебе и шанс, да, с ботоксом. Которые начали проводить ряд экспериментов в медицине. Уже к 1983 году ботокс начал успешно использоваться в лечении косоглазия и некоторых других глазных недугов. Цели были правильные у ребят. В косметологии же ботокс начал применяться примерно в 1989 году. Хотя есть мнение, что первым на себе испытал уколы красоты сам Рональд Рейган. Еще задолго до того, как ботокс начал применяться открыто в косметологии. Номер 4. Тоже интересненько. Предмет роскоши, который мы часто видим в американских фильмах. Ну а счастливчики видят у себя в ванной комнате или в спа-центре. Это не просто гидромассажная ванна. За этим названием стоит имя американского производителя. Кстати, правильное название должно было быть не джакузи, а якутси, так как у создателя массажной ванны была итальянская фамилия, которая произносится как якутси. Но ошибка в произношении в итоге распространилась по всему миру. Изначально ванна была изобретена Кандито Якутси, так как одному из детей в его семье был необходим постоянный массаж. Затем ванна была усовершенствована, и в 1915 году одним из братьев Якутси была основана целая фирма по изготовлению гидромассажных
One. Их лозунг Design Quality and Performance, что значит дизайн, качество и производительность. Под номером 5 диктофон. Слово диктофон состоит из двух слов, латинского и греческого. Дикто в переводе с латинского означает диктую, а фон в переводе с греческого звук. История диктофона как такового берет свое начало с 1877 года. Тогда Томас Эдисон изобрел фонограф. Первое устройство для записи звука. Целью создания фонографа была запись бесед деловых встреч. Тогда они имели название Эдифон, как результат слияния имен создателя с названием устройства, когда создатели устройства слились воедино. Название же верного помощника студентов на лекции тоже произошло от названия торговой марки диктофон, принадлежавшей американской компании Columbia Phonograph. Впоследствии слово диктофон стало единым для обозначения целого класса устройств, созданных для записи речи, деловых и других разговоров. Расцвет популярности данного устройства пришелся на 1960-е годы, когда также начали производить компактные аудиокассеты, изначально имеющие цель записи разговоров. Само слово кассета происходит от французского и буквально означает коробка. Номер 6. Кеды. Всеми любимые кеды появились еще в 1892 году. Тогда американская компания US Rubber Company, американская резиновая компания дословно, выпустила резиновую обувь с парусиновым верхом. Изначально такая обувь была предназначена скорее для малоимущих американцев, которых называли педами. Из-за этого и сама обувь сперва получила название Peds. Спустя какое-то время компания начала выпускать обувь также для подростков и детей, а потом заменила предыдущий Peds на Keds, соединяя в одном слове сразу два Peds и Kids. Именно это название в конечном итоге и закрепилось. Поворот в мире Keds произошел в 1917 году. Тогда американец Маркус Конверс создал модель баскетбольных кед, лицом бренда которой стал баскетболист Чай Тейлор. И модель баскетбольных кед получила название Chuck Taylor All Star. Теперь понимаем, откуда взялись All Stars и Converse, да, Converse. Номер 7. Риэлтор. Интересно, что слово, обозначающее специалиста по купле-продаже и другим операциям в сфере недвижимости, пришло из Америки, но там не используют слово риэлтор. Вот так вот. А используется сочетание estate broker. А вот слово риэлтор там является зарегистрированным товарным знаком Национальной ассоциации риэлторов. Она была основана как Национальная ассоциация бирж недвижимости, целью которой было эффективное совместное влияние на вопросы, затрагивающие интересы в сфере недвижимости. В 2003 году в Бюро по регистрации патентов и торговых марок была направлена петиция с просьбой отменить регистрацию данных товарных знаков. Однако петиция была отклонена комитетом. Номер 8. Унитаз. Такое привычное слово тоже появилось от названия фирмы, которая производила сантехнику. Название стало использоваться тогда, когда был создан первый в мире цельнокерамический унитаз. Унитаз, он так и назывался, английскими. Унитаз. В переводе с латинского означает единство. Новая, вот теперь все стало на свои места. Новая, цельная и более компактная модель туалета была создана инженером Томасом Твайфордом в 1883 году. Тогда первые унитазы были установлены в Букингемском дворце, а также экспортировались в разные страны, в том числе и в Россию. Успех его был настолько большим, что в конечном итоге слово стало именем нарицательным для обозначения всех похожих предметов. Номер 9. Не менее известный фломастер. Существуют две версии того, как появилось слово фломастер в русском языке, именно в русском. По одной из них название произошло от американской фирмы Cushman & Denison, выпускавшей маркеры и чернила с 1951 года, но прекратившей это делать из-за высокого содержания свинца. По другой версии, слово фломастер произошло от названия другой компании Flowmaster. Flowtech, да, мастер, мастер. Она также некогда производила чернила для маркеров, а вот сами фломастеры появились очень давно. У историков есть шутка, когда не знаешь, где что-либо было изобретено, называй Древний Китай, Древнюю Грецию или Древний Египет. Не прогадаешь. И фломастеры появились, ну-ка вы дайте где? В Древнем Египте. На раскопках гробницы Тутанхамона были обнаружены различные бытовые предметы, среди которых и был тот, что напоминает карандаш или маркер, который и считается прародителем современного фломастера. И номер 10 на десерт.
Эскимо. Сладкешки поймут боль выбора между мороженым или шоколадкой. Они ведь оба вкусные. Именно для таких любителей сладкого американец датского происхождения Кристен Кент Нельсон создал детскую сладость для тех детей, которые мечутся между мороженым и шоколадкой. Я вот взрослый, но тоже мечусь. Сперва эта вкусняшка называлась Ice Cream Bar, предполагая игру слов. Название созвучное с Ice Cream, что значит мороженое, но пишется как «я визжу, кричу». Ice Creaming. Понимаете? Скрим. Это визжать. От восторга, по сути. От восторга и вкуснятины. Все-то думают, что это айс и лед, да, и крем. Понятно, крем, айс, крем, ледяной крем. Но ай — это я, а скрим — визжать. Визжать от восторга. То есть такая вот игра слов. Я визжу. Интересно, да, не знали? Вот такая информация. Потом, однако, название поменяли на Эскимо Пай. А само шоколадное мороженое в итоге приобрело общее название Эскимо. Ice Cream Bar. Ну, про Ice Cream мы поняли. Бар — батончик. Тоже понятно, да? Все. Друзья, я надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск, разбор интересных общеупотребительных слов. Какие еще слова вы знаете, которые имели интересные происхождения? Пишите в комментариях, будем разбирать и увидимся в новых видео. Кстати, подписывайтесь, если еще не сделали этого, и лайк, если было интересно.